Новые ключи книги Откровения. Обещаю, если вы посмотрите это видео, хоть оно будет немного скучным, потому что тема сложная, а я вообще не умею писать видео, но если вы посмотрите это видео и эти видеосерию, да, то вы узнаете, ну, я не знаю, на 99% больше, чем большинство книги Откровения. Извините, что немножко самоуверенно, но я исследую книгу Откровения 20 лет, и все эти годы она была закрыта. Я изучал только одну главу, даже 13-ю, и пытался понять ее. И не мог ничего понять, да, то есть очень много сложных было вещей в книге Откровения. До буквально того, что в прошлом году Господь мне просто открыл некоторые вещи. И потом один за другим ключи стали открываться. И почему это произошло, и что это за ключи, мы поговорим в этом видео. Поэтому подготовьтесь к тому, что это будет именно новая информация. Поэтому то, что старое у вас есть, пусть оно будет, но откройте свой разум, да, для понимания новых вещей, потому что все пророчества, они открываются ближе к исполнению, либо после исполнения. И Бог сам решает, когда их открыть и через кого. Давайте теперь перейдем ближе к делу. Первым делом, естественно, предупреждение о том, что в книге Откровения в самом конце есть серьезнейшее предупреждение, и я его, естественно, знаю. И так, там написано, что Иоанн говорит: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на то наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». И, естественно, это очень серьезное предупреждение и для верующих, и для неверующих, для того, чтобы не прибавлять и не убавлять от этой книги. Как понимаю это предупреждение? Естественно, здесь не говорится о том, что мы не можем размышлять о книге Откровения, что мы не можем делиться, размышлять, говорить, спорить, потому что и ученики Иисуса Христа спорили о пророчествах о Мессии. Ученики Иисуса Христа многое не понимали, пока Иисус не воскрес и сам не объяснил им. Конечно, он их немного упрекал о том, что вы не понимаете пророчеств, но это есть. И также про эту книгу, да, и вот про это предупреждение. Иоанн пишет о конкретном свитке, который посылает 7 церквям, что именно вот этот написанный документ не должен быть изменен. И переводчики тоже, переводя книгу Откровения, прекрасно знают, насколько это ответственно, и переводя ее, они стараются перевести максимально правильно. Но сам свиток, который в оригинале, да, он не изменяется. Переводы тоже переводят, максимально стараются четко, чтобы ничего не изменить. Но в переводах все равно есть некоторые нюансы, и когда мы исследуем книгу Откровения, мы должны основываться на греческий текст, если мы хотим глубоко изучить. Поэтому я считаю, что если мы... то есть, поэтому я считаю, что мы можем спорить, мы можем докапываться до истины, мы можем говорить свое мнение, но мы не должны менять саму Библию, и в Библии не должны этого менять. И второе, что из этого следует, это то, что каждый из нас должен книгу Откровения читать и исследовать. К тому же об этом говорится в самой книге Откровения, что блажен, кто читает, вникает и понимает. И когда мы не понимаем книгу Откровения, она кажется нам страшной, и она описывает серьезные события, и многие начинают очень этого опасаться и так далее, да, где-то даже избегают этой книги. Но Библия говорит нам, что эта книга блаженна, да, то есть мы, читающие ее, блаженны, потому что это очень хорошая книга, если ее правильно понимать. Итак, перейдем к ключам книги Откровения. Первый ключ, который мне открыл Господь, о том, что книга Откровения в целом, о чем она говорится. Если мы говорим о том, что в книге Откровения в самом начале говорится о том, что было, что есть и что будет, то то, что было, то, что Иисус воскрес, да, и то, что есть, Иоанн пишет церквям, послание 7 церквям. То есть это то, что эпоха церкви. Но то, что будет, начинается с 4 главы книги Откровения. Вот давайте мы откроем книгу Откровения, 4 глава, и здесь Иоанн описывает то, что он как бы на небо, да, он увидел небо, и здесь он видит престол Божий. Вот, и он видит, что на престоле был сидящий, да, то есть Господь Бог. То есть с 4 главы книги Откровения начинается описание чего?
судебного процесса. Об этом многие вообще об этом я нигде не читал. То есть я нигде, ни в одном толковании не видел. Да, мы говорим, что это Божий суд. Да, все говорят о том, что Божий суд, Божий суд. Но они не понимают, что это именно процесс судебный, так же, как это происходит на земле, но особенно так же, как это происходило в древнем Израиле. То есть в древнем Израиле был суд, который от закона Моисея, как Бог заповедовал делать. То есть Израиль, он уже пришел к пониманию судебной системы, как это должно быть. И примерно вот небесный суд происходит по такому же принципу. Не точно, не вот прям точно, да, это более совершенный небесный суд. Но если мы понимаем, как происходил суд в древности, и потом это переросло в современный суд, то тогда мы сможем понять и то, что написано в книге Откровения. Итак, какие я увидел параллели? То есть это такая примерная картинка, это не точно, но я пытаюсь быстрее донести мысли, поэтому эти картиночки, да, вот они такие примерные. То есть мы видим, что в древности, да, тоже был суд. И был судья. Чаще всего, если это был серьезный суд, на судебном месте сидел самый главный человек, да. Это был либо царь, либо наместник царя в этом городе. И Божий суд, мы видим сразу то, что в книге Откровения описывается Бога, который будет уже судить весь мир. Также, естественно, были на суде свидетели, старейшины, те, кто и даже судьи. То есть в больших делах был не один судья, а были и другие судьи. И в книге Откровения мы тоже видим, что есть 24 старца, что суд — это не просто, где Бог все решил. Да, это Бог решил, но есть и свидетели, да, и старейшины, которые находятся рядом с Богом. Также свиток, о том, что мы будем говорить в будущем, если мы понимаем, что это судебный процесс, нам становится понятно, что такое свиток, что такое трубы, что такое чаши. И об этом я тоже буду чуть позже говорить. И, естественно, суд иногда решает какую-то тяжбу имущественную, когда имущество делится, да, и передается, например, от одного к другому. Или передается наследнику, то есть или передается от человека, который незаконно владеет имуществом, к тому, кто владеет законно. Также суд может обвинять преступника, и этот преступник потом уже после суда наказывается. Когда мы говорим о просто суде, нам все понятно, но когда мы читаем книгу Откровения, нам кажется все непонятно. Но если мы сопоставим две эти вещи, и вы начнете читать по-новому, не углубляясь в какие-то детали, а именно в общем прочитаете книгу Откровения, понимая вот это, вам станет намного понятнее эта книга. И все детали вот этого я, наверное, буду снимать в других видео. Цель этого видео — быстро пробежаться, чтобы это было не скучно, да, и чтобы вы примерно поняли, как читать книгу Откровения. Теперь смотрите, как происходит судебный процесс. Судебный процесс всегда с чего-то начинается и чем-то заканчивается. Это конкретный последовательный процесс. То есть судебный процесс происходит последовательно. Это тоже очень важно, и таким образом мы переходим ко второму ключу. Второй ключ называется последовательность. Очень часто, когда вы будете слушать толкователей книги Откровения, вы заметите одну вещь. То, что все толкователи берут книгу Откровения, берут апостола Павла, берут то, что говорил Иисус, и начинают под свою какую-то хронологию, какую-то свою последовательность, которая у них есть в голове, или которую они где-то прочитали, или какую-то приняли, они начинают из книги Откровения брать то из одного места Писания, то из другого места Писания, абсолютно непоследовательно. Они считают, что книга Откровения не идет по порядочку, глава за главой. Я вам докажу, что это неправильно, что она идет абсолютно последовательно. Почему мы можем это видеть? Я вот разделил на 8 частей книгу Откровения, условно, да, для того, чтобы было легче и понять это. Первую часть я не взял, потому что это говорится о церквях, то есть о 7 церквях, и об этом довольно много хороших толкований, понятных. Мы сейчас об этом не будем говорить. Мы говорим сейчас вот о судебном процессе. Это большинство того, о чем говорит книга Откровения, и чем это заканчивается. Так вот, последовательность выстраивается очень красиво, если мы это правильно понимаем. То есть начинается суд, то есть начало небесного суда. И мы это читаем в 4-5 главе. Там описывается небесный суд. И синенький цвет означает то, что мы говорим сейчас о небесах, когда Иоанн видит небеса. И в небесном суде мы видим Иисуса Христа, который единственный может открыть свиток. Там написано в синодальном переводе, что это книга, но если мы берем оригинал греческого, то это говорится о свитке, потому что книг тогда не было, были именно свитки. И в 4-5 главе мы видим, что Иоанн
скорбит о том, что никто не может открыть вот этот свиток. И почему он скорбит? Да потому что любой человек скорбел бы, если бы испытывал постоянное какое-то преследование, давление, несправедливое. То есть если человек не виноват, а его обвиняют. Если человек имеет имущество, у него его крадут, забирают, и это не наказывается, да, то есть или когда мы видим несправедливость в этом мире, когда людей слабых и угнетенных, да, честных, может быть, когда их в чем-то обвиняют, убивают, и преступник при этом остается безнаказанным. То есть в нас возникает чувство несправедливости. Ну, то есть если мы с правильным сердцем, то, естественно, у нас это чувство, что несправедливо поступили, оно нас мучает. То есть это не нас касается, но мы все равно мучаемся об этом. А тем более, если это нас касается, мы мучаемся во много-много раз сильнее. И поэтому Иоанн, он был опечален, что свиток никто не может открыть. Но в этом свитке он знал, что находится решение суда. Но об этом мы поговорим позже. Да? Сейчас я говорю о последовательности. То есть, итак, начало небесного суда, и мы видим, что свиток открыть может только Иисус. Затем мы видим свиток с приговором. Это мы поговорим в следующем ключе. И он открывается. И на земле происходят определенные события. Пока решение суда не раскрыто, вот смотрите, если бы мы не знали первый ключ, то мы бы здесь путались. Но так как мы знаем, что это судебный процесс, то посмотрите, как происходят судебные решения. Когда свиток, судья выносит приговор, да, и этот приговор записывается в каком-то документе. И пока этот документ не зачитывается, пока судья не прочитал это судебное решение, оно не вступает в силу. По сути, до момента непрочтения, да, преступник еще не обвинен официально, а наследник еще не получил своего наследства. Поэтому свиток с приговором суда пока раскрывается, еще ничего не произошло. То есть не произошло решение судебное, не вступило в силу. Понимаете? И это помогает нам понять, почему происходят споры многих толкователей, да, когда произойдет, допустим, восхищение церкви, будет ли или не будет. Потому что мы видим верующие то там есть, и то там. Ну, то есть если в книге Откровения мы смотрим, мы видим, что есть христиане, которые и страдают в период Антихриста, и в то же время они как будто бы должны восхититься по многим пониманиям. И когда мы это все правильно сейчас вот разберем, вы поймете, когда происходит восхищение церкви. То есть когда свиток еще не раскрыт, приговор не происходит. То есть решение суда еще не принято. Далее в 7 главе книги Откровения мы читаем очень красивое, опять же, небесное видение, которое видел Иоанн. И это видение, оно как раз-таки, на мой взгляд, то есть если вернуться назад, да, то, что эта книга Откровения описывает небесный суд, я могу сказать на 100%. О том, что свиток — это на самом деле решение суда, тоже можно сказать на 100%. Когда будет восхищение церкви, никто не может сказать точно. Но если вы прочитаете книгу Откровения 7 главу, вы увидите, насколько она красиво описывает именно то, что мы все ждем. И там есть много моментов, которые подтверждают, что это восхищение церкви. Об этом будем говорить в других видео. Следующее. После того, как свиток раскрыт, перед самым решением суда мы видим тайну восхищения церкви. То есть я не могу сказать на 100%, что это так, потому что это не произошло еще событие. Но по всем признакам, по вещам, которые говорил Иисус, это очень похоже. И об этом я буду говорить в других видео. Сейчас я хочу просто показать последовательность событий. То есть если это неправильно понимать, то многие люди думают, что восхищение церкви должно произойти до небесного суда, потому что верующие на суд не приходят. Но мы видим не то, чтобы мир пришел на суд, мы видим начало суда на небе. Никто на него не пришел. Также мы видим, что после вынесения вердикта свиток начинает раскрываться. На земле происходят определенные события, и о них мы тоже поговорим. Но они не такие глобальные, как некоторые думают, когда читают эту главу. Потому что здесь написано о том, что события происходят на 1/4 части земли. А многие читают о том, что погибнет 1/4 часть людей. Неправильное чтение вот этого момента заставляет верующих бояться о том, что это уже началась седьмина. Но седьмина еще не началась. Открывается свиток. Происходят на земле события, которые в основном даже связаны с человеческим фактором. Это такое, как война, потом голод и мор. И о чем и говорил Иисус, что будут войны, голод и мор. Это будет до того. И он сказал, не беспокойтесь об этом. То есть это будет война, голод, мор. Итак, война, голод и мор, которые происходят здесь, церковь еще находится на земле. И на 1/4 части земли церковь страдает от гонений и преследований. И
Преследование происходит со стороны одной религии, да, которую все, я думаю, уже догадались. Теперь происходит тайное восхищение церкви. Почему оно происходит при открытии последней печати? Ну, потому что как только свиток раскрылся, происходит вот этот момент. Это момент истины, который вмиг, да, то есть между тем, как здесь произошел момент, происходит знамение на небе, о чем мы тоже будем читать, и в Откровении 6 глава заканчивается на небесном знамении. И 7 описывает момент восхищения церкви. А 8 описывает то, что вот это небесное знамение здесь исполнилось. Понимаете? Грубо говоря, мы видим здесь описание, по моему мнению, падающего астероида. И как только астероид появился, люди в панике начали бояться, а верующие должны радоваться, потому что, как мы читаем в описании вот этого события в Луки, написано, что поднимите очи ваши, да, потому что избавление ваше близко. И в 8 и 9 главу книги Откровения мы видим, как это небесное знамение начало падать, когда начали ангелы трубить. Что такое трубы? То, что мы говорили выше, первый ключ — это то, что это судебный процесс. И в древнем мире, когда происходило очень важное судебное решение, трубили для того, чтобы его озвучить. Другими словами, исполнение приговора уже начинается, но трубящие, они озвучивают решение суда, потому что это важное решение. И ангелы трубят, и происходят определенные события. И в 8 главе мы видим, как несколько ангелов трубят, да, мы видим, как на землю падают небесные какие-то объекты. Ну, по описанию сейчас понятно, что это астероид. Во времена Иоанна это не было понятно, потому что не было такого явления еще, и не было еще термина такого, потому что этот термин появился уже позже, при развитии астрономии. И я думаю, что, скорее всего, этот астероид развалился на части, и одна часть упала в море, одна часть упала на сушу, и вот Иоанн, видя эти вспышки, откровения, которое ему пришло от Бога, он это записал, да, то есть подробно. После того, как мы прочитаем 8-9 главы и увидим, что там действительно умерло уже очень много людей от этих катаклизмов, помимо астероида там еще будет много чего, и это настоящее испытание, не испытание, это суд. Суд упал на землю. И вот здесь вот церкви уже быть не должно, потому что церковь не предназначена на гнев Божий. Та часть церкви, которая люди, которые посвящены Богу, те люди, которые отдали свою жизнь Иисусу Христу, имеют личное отношение с Иисусом Христом. Такие христиане, они восхищены. Это уже мое мнение. Еще раз говорю, все, что связано с восхищением церкви, я на 100%, конечно, не говорю, потому что это тайна. И тайна останется до последнего момента. Но если мы читаем книгу Откровения вот так, то мы видим, что есть на небе какие-то люди с пальмовыми ветвями, которые как встречали Иисуса Христа на земле, когда он ехал на ослике, также на небе это действие как бы завершается. То есть оно там на земле началось, но не исполнилось. Да, Иисус не стал царем, но на небе оно исполнилось. И эти люди, это люди верующие, да, которые великое множество людей, помимо 144 тысяч евреев, там великое множество людей с пальмовыми ветвями. И я считаю, это восхищенная церковь, потому что когда к Иоанну подошел старец, он спросил, кто это, как бы намекая ему, ты понимаешь, кто это? Он сказал, нет. То есть, он сказал, ты знаешь. Потому что, и там было сказано, что это те, кто пришел от великой скорби. То есть, как бы спасены от великой скорби. То есть, скорбь еще вот здесь не началась. Это те, кто пришел от великой скорби. Грубо говоря, если я спасаю, или кто-то спасает котенка, да, из-под грузовика, вот машина едет, да, то мы говорим, этот котенок спасен от машины. То есть эти люди спасены от великой скорби. Почему я считаю, что свиток с приговором — это не великая скорбь, ее еще не началось? Потому что великая скорбь будет четко в книге Откровения обозначена датой, когда она начнется. И вот к ней мы сейчас придем. Итак, после исполнения приговора мы переходим в Откровение, вот после 9 главы мы переходим в Откровение 10. И в Откровении 10 мы видим удивительное событие. Там ангел, который стоит одной ногой на воде, другой на суше, и у него радуга, и он дает свиток Иоанну, чтобы он ее съел. И мы такое же событие, очень похоже, видим в Ветхом Завете, когда пророк также съел свиток. И когда я вот это прочитал, точнее не я прочитал, Бог мне открыл, я просто буквально открываю Библию, и мне вот это вот
открываются некоторые события, особенно из Ветхого Завета, который я так редко раньше читал. Но сейчас он мне просто сам открывается. Я открываю Библию, и мне там говорится. И дело в том, что этот ангел для меня открыл то, что мы переносимся как бы из событий во всем мире, которые мы видели до этого, да, то есть катастрофа произошла по всему миру. То есть если здесь катастрофа была на 1/4 части Земли, когда свиток раскрывался, то есть это такие земные как бы вещи, война, то небесное знамение — это когда уже с неба падает суд на землю, да, то есть астероид разрушил всю экономику. И не потому, что он просто разрушил всю землю, но потому, что он разрушил центры, ну, экономические центры, понимаете? То есть мир и так находится на грани кризиса, и этот астероид фактически добивает, разрушает все, что люди строили. Весь вот этот вот экономический Вавилон, скажем так, да. И поэтому в мире начинаются серьезные события. Плюс в 8-9 главе мы читаем еще и про определенные духовные вещи, когда из бездны выходят вещи, да, это какие-то демоны, скорее всего, когда удерживающие, то есть церковь была забрана на земле, а демоны получили власть мучить людей. И они не трогали только тех людей, на которых была печать. То есть получается, что либо часть церкви, которая вознеслась, которая очищена и полностью в белых одеждах, да, забрана Богом, а та часть, которая не готова, то есть 5 немудрых дев, они остались, но на них по-прежнему печать Божья стоит. То есть это вариант 1. И вариант 2, что не было ни восхищения церкви, что это были люди, которые жили до нашего времени, что это люди, которые были верующими и умерли уже, и вот они воскресли на небе, или они просто не воскресли, они просто на небе находятся, их души, и они радуются тому, что произошло это событие. То есть это, возможно, не восхищение церкви, а просто души людей, которые сейчас на небе, да, и они радуются тому, что наконец-то судебное решение вступило в силу, то есть суд состоялся. Конечно, для меня это, новость не очень хорошая. Хотелось бы, чтобы мы участвовали именно в восхищении церкви, и в это я верю. И верю, что оно именно здесь. Не здесь и не здесь, а вот здесь. Теперь по поводу 7 лет скорби, которые часто толкователи начинают от любых проблем, которые мы видим в книге Откровения, от суда даже, мы переходим к правильному пониманию, где находится это. То есть это находится уже в книге Откровения 10-13 главы, где четко написано, что времени больше не будет. То есть ангел, который мы здесь читаем, он сам сказал, что времени больше нет. И это говорит о том, что пророчество Даниила вступает в силу. 7 лет скорби. И в 11 главе книги Откровения мы видим, что мы видим храм. То есть, скорее всего, после вот этих катаклизмов евреи построят храм, так как он нужен им для того, чтобы, по их мнению, может быть, пришел Мессия и остановил это все. И Мессия действительно придет, только они его не так понимают. И, скорее всего, это побудит их построить храм. Возможно, будет война в Иерусалиме, где они победят и храмовую гору освободят. Я не знаю. Может быть, это описание духовного храма, но мне кажется, что это описание именно физического храма в 11 главе книги Откровения, с которого начнется отчет. То есть, когда храм был разрушен в 70-м году нашей эры, когда Бог воскрес и отверг уже жертвы за грех, потому что Он стал совершенной жертвой, появилось время церкви. Но как только храм они построят, они как бы получают, осуждают себя. То есть они пошли поперек Бога, то есть они отвергли благодать Иисуса Христа, они отвергли жертву за грех без храма, и они хотят вернуться к жертвоприношениям через животных. Можно так это вот духовно описать. И получается, что как только они храм построят, начинается отсчет последних 7 лет. То есть они тем самым сами на себя навлекают беду. Почему? Потому что мусульмане, которые, если лишатся своей святыни на Храмовой горе, объединятся в одну. Сейчас у мусульман очень много споров, да, они воюют между собой. Но, скорее всего, такое событие объединит их всех против Израиля. И в 11 главе мы видим описание храма и некоторых событий, да, таких интересных. Можем подробнее об этом потом поговорить. Но в 12 главе мы видим войну, когда дракон посылает воды на Израиль, и там происходит война. И, по моему мнению, там описана именно война за Иерусалим, за Израиль, и он падает, то есть его захватывает. Антихрист его захватывает. И антихрист — это исламская какая-то
То есть в 13 главе книги Откровения мы видим, что зверь — это объединение нескольких стран. И в книге Даниила мы видим, какие страны там описаны, какие территории. И сейчас эти территории фактически находятся под мусульманами. Следовательно, мы можем из этого сделать вывод, что именно эта религия будет во главе Антихриста. То есть это религия, которая противится Христу, она противится божественности Иисуса Христа. И Антихристу будет дана власть 7 лет. То есть они захватывают Иерусалим, и 7 лет они... 3,5 года там евреи строят, то есть построив храм, да, у них 3,5 года будет вот эта война. И когда точно они захватят Иерусалим, остается 3,5 года на правление Антихриста. И в Откровении 13 главе мы читаем, что дано ему столько-то дней на вот это правление, да. Также там описан, кое-какие другие события, я об этом позже расскажу. Следующее, мы видим исполнение приговора. То есть чаши. То есть вот здесь вот были трубы, и вот здесь вот чаши, то есть исполнение приговора. То есть после того, как Божий гнев наполняется в этих чашах до основания, да, после того, как люди поклоняются уже Антихристу и неправильной религии, не Иисусу Христу, когда они отвергли Иисуса Христа как Сына Божьего, потому что в исламе Иисуса отвергают как Сына Божьего. А в 1 Иоанна мы читаем, что кто отвергает Сына, тот отвергает и Отца. Понимаете? И ислам построен именно на том, что отвергает Сына. Это самая главная доктрина в исламе. То есть вокруг нее все строится. Все остальное там просто, надстройка. Но это самое главное, что в исламе, против чего борется ислам, это против того, что Иисус — это Сын Божий. И вот переходим, значит, к чашам гнева, да, то есть чаши гнева начинают изливаться на престол сатаны, на вот это царство, на людей, которые отвергли Сына Божьего окончательно. Не все отвергнут, но большинство. И если мы говорим про вообще представление того, что будет происходить на земле, помимо того, что будет голод и очень много людей умрет, там, я не знаю, может быть, по моим подсчетам, около миллиарда останется. То есть представьте, сколько погибнет. Вот, то есть если представить этот мир, в любом случае мы должны понимать, что эпицентром всего этого будет израильская земля. То есть вокруг Израиля будет самый центр. А в других континентах, например, в Южной Америке, где-нибудь далеко там на островах или еще что-то, да, там будет это все меньше. Меньше, но тем не менее все равно, то есть как Америка сейчас, можно сказать, что контролирует весь мир, так и царство Антихриста будет контролировать тоже весь мир. И контролироваться это будет через цифровые технологии, которые сейчас готовятся. Потому что в книге Откровения 13 главе мы это и читаем, да, что будет образ зверя, то есть это искусственный интеллект, и будет тотальный контроль, никто не сможет ни купить, ни продать. Но тем не менее, да, много людей, которые не преклонятся перед Антихристом, не примут ислам. Прямо говорю, как есть. Дальше, исполнение приговора через чаши — это вот окончательный суд Божий, да. То есть решение, которое в свитке записано, оно здесь. И, кстати, мы читаем о том, что Иисус получает полностью царство тоже, когда свиток раскрыт. Тогда Иисус получает полностью царство, и этому радуется, кстати, в 7 главе книги Откровения. Итак, после того, как исполнился суд Божий, мы переходим к Откровению 20 главе, когда Иисус уже, по моему мнению, да, возвращается с церковью, и 144 тысячами, это уже мои, так скажем, мое мнение, будем так говорить, да. То есть Иисус возвращается, но то, что 100%, да, то, что идет последовательные события, мы же сейчас находимся во втором ключе, то есть мы находимся второй ключ — последовательность. Поэтому то, что 100%, это то, что все это происходит последовательно одно за другим. И наступает царство Иисуса Христа, тысячелетнее царство на земле, когда Иисус царствует здесь, на земле, когда воскрешают души праведников. Что это значит? Сейчас души находятся на небе, но они получат тела, то есть они воскреснут в теле. И как Иисус в теле, Он воскрес в теле, но это новое тело, это совершенное тело. У Иисуса Христа тело, что Он появился в горнице, где ученики были, они могли к Нему прикасаться, Он мог кушать, да, но Он мог же и исчезнуть. Потом Он появился там, где шли ученики одни. На дороге Он появился,
пришел к ним домой, помолился за еду и исчез. И они увидели, как он исчез. То есть Иисус появляется и исчезает, но он в теле. Вот, души, которые сейчас на небе, они на небе. Они не в теле. Но написано, что они воскреснут. И блажен, участвующий в первом воскресении. Это самое дорогое, что есть. Это великая награда для нас. И здесь на земле происходит все, о чем писали пророки Ветхого Завета, о том, как будет править Мессия. На земле происходит прекрасное время, когда нету войн, да, когда нету лжи, когда люди будут искать правду. И кто их будет учить? Тех, кто остался. Их будут учить и те, кто придет со Христом, да, и воскреснут. И Иисус раздаст награды каждому. Одному даст управление город, другому даст управление там, деревню, третьему даст просто помогать что-то делать. То есть каждый получит по своим заслугам. То есть это уже награды. Скажем так, спасение дается Богом бесплатно по вере в Иисуса Христа, но награды даются по делам, которые здесь, сейчас на. Далее мы читаем вот в этих 2 главах о том, что после тысячелетнего царства наступит время, когда сатана выйдет из бездны, на временно короткое. Я думаю, для того, чтобы было последнее искушение для людей, которые жили при Иисусе, при царе, жили, видели все, знали историю, да, но когда сатана выйдет, в этот момент это будет последнее искушение для людей проверить их веру. Ну, это мое мнение, опять же, это не написано в книге Откровения, читайте сами. Вот, я просто думаю, почему, зачем сатана вот связан на 1000 лет, а потом освобождается. Вот, и мне пришло понимание такое, что эти люди, которые там родятся в тысячелетнем царстве, они не прошли же искушения, они не знают, что это такое, и они не приняли решения. У них не было фактически выбора, а Бог всегда дает выбор. У них не было выбора, верить в Иисуса или нет, верить в Бога или нет, следовать за Богом или нет. И должно быть для них тоже искушение. И во многом они тоже будут недовольны. Но я думаю, что в тысячелетнем царстве мы лишимся многих благ. Ну, условно благ, которые мы называем блага, это вот интернет, там, допустим, социальные сети, да, от которых сейчас многие зависимы. Возможно, даже электричества не будет, а возможно будет, я не знаю. Но думаю, что в любом случае, ну, автомобилей, там, какой-то промышленности и так далее. То есть люди будут жить так, как жили. Так, стоп. И поэтому, когда у людей нету благ, но они об этом знают, что были, может быть, когда сатана выйдет, он будет на это давить или же что-то еще говорить о том, что это несправедливо, да, там Иисус правит не так как-то. Ну, в любом случае, почему-то люди пойдут войной уже на Израиль, да, опять. И тогда произойдет последняя битва и окончательное уже завершение этой земли. И когда земля завершит вот этот вот цикл, то Бог создаст новое небо и новую землю. То есть вот об этом говорится в этих 2 главах. Но опять же, мое понимание, пожалуйста, прочитайте сами, чтобы никто не ввел вас в какое-то неправильное понимание. Читайте сами. И я вот по себе скажу, если вы желаете познать что-то, понять что-то и хотите, если у вас есть вот это жгучее желание, вы спросите потом Бога, и Бог вам отвечает. Бог дает ответы. Но когда мы сами что-то как бы, ну, что-то узнали или придумали, не то, что вы придумали, да, как бы нам открылось, и мы за это цепляемся очень крепко, мы можем попасть в ловушку. Поэтому даже все, что мне открыто, я готов поменять свою точку зрения, я не настаиваю на этом. Я готов дискутировать, готов какую-то конкретную вещь глубже рассмотреть, чтобы понять. Но пока я не вижу никаких противоречий, и поэтому Бог побудил меня это сказать, это сделать, и поэтому я это делаю. То есть пускаю в интернет для того, чтобы исполнить то, что сказал Иисус. То есть одному дано 1 талант, другому 10, и каждый с этим талантом должен приумножить его. Поэтому я считаю, я делаю доброе дело, и не хочу зарыть этот талант в землю, потому что я изучал много разных толкований книги Откровения. И нигде не было о том, что это последовательность, что она прямая, что не надо прыгать с главы на главу. Нигде не было о том, что это судебное решение. И другие ключи, которые я буду говорить, я эти вещи не видел. И это открыл мне Господь Бог не потому, что я долго искал, а потому что я не знаю почему. Поэтому просто делюсь и все. Но я готов менять точку зрения, если кто-то разумное решение видит. Но я готов менять свою точку зрения, если мы найдем более правильную, да, более правильную
какое-то решение. Итак, переходим к следующему, да, то есть что же такое свиток? Вкратце я уже, в принципе, рассказал, потому что видео я пишу не запланировано, но третьим ключом является свиток книги Откровения. И как вы уже поняли, это что свиток — это то, что написано в суде. Вот документ суда — это приговор, то есть решение. Пока не зачитан приговор, он не вступает в силу. Вот это вот важно понять. Потому что я уверен, что даже после того вот это видео, кто посмотрит, хотя, мне кажется, его мало кто, конечно, посмотрит, но даже если человек посмотрит это видео, все равно будет спорить. Он скажет: нет, вот 24 старца — это восхищенная церковь, и все тут. Нет, вот он не видит слово «церковь» после 3 главы, значит, вот не будет церкви. Ребята, это вообще несущественный спор. Я не для того, чтобы спорить, когда будет восхищение церкви. Я просто делюсь тем, что Бог открыл, и это очень логично, это очень последовательно, это понятно, это дает книгу Откровения читать с удовольствием. То есть свиток, в нем внутри решение суда, оно запечатано, никто не может его открыть. Не может церковь восхититься, пока нету этого решения, понимаете? Оно там записано. Как может церковь до этого восхититься? Как может что-то произойти без решения, без постановления суда? Поэтому он запечатан, он не вступил в силу. И вот для того, чтобы его зачитать, его надо открыть, да? То есть и вот этапы раскрытия свитка мы все, ну давайте можем вкратце посмотреть. Итак, у нас 6 глава книги Откровения. Я увидел, что Агнец снял первую из 7 печатей и услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». И взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник. Что такое конь и всадник? Ну, это тоже мне, как можно сказать, ключ, который открылся, но он меньше, чем другие, поэтому я не стал это отдельно записывать. Вот. Всадник — это тот, кто, как гонец, несет новости определенные, да? То есть гонец бежит, например, в свой город для того, чтобы предупредить о том, что наступает какое-то войско на город. И этот всадник фактически бежит с плохими новостями. Но для чего он бежит? Естественно, для того, чтобы предупредить город о надвигающейся беде. И таких всадников бывало много. Если, ну, такое царство более-менее развитое, да, у него были какие-то всадники в разных поселениях, допустим, скажем, есть большой город. Вокруг города, естественно, есть разные маленькие деревушки и города. И в этих городах есть воинские части. И у этих воинских частей есть много гонцов, да, лошадей там, и солдат, которых можно послать. И представьте себе, они увидели, что на них наступает неожиданно какая-то армия. В первую очередь командир посылает гонца. С чем он может послать гонца? У него еще нет никаких данных. У него нет никакой численности вражеских войск. На него еще даже не напали. То есть фактически он просто в ту же минуту, как только увидел надвигающееся войско, да, он посылает гонца, который несет маленькую частичку информации. Это еще никаких подробностей нет, но он первый. И он бежит, предупреждает. То есть это какая-то первая маленькая плохая новость. И вот в городе, когда получат это послание, как они поступят? Они могут проигнорировать, они могут сказать: да не, ерунда, наверное, это просто мимо нас прошли. Проходит войско мимо нас, может такое быть, может. То есть, например, египтяне идут, например, на Вавилон, да, ну просто мимо нас им надо пройти. А может быть, они с хорошими новостями к нам вообще идут, да, просто они там несут нам какие-то подарки. Вот, а может быть, это действительно война. И кто-то начинает готовиться, а кто-то нет. Поэтому мне как открылось то, что всадники — это те, кто предупреждают мир о надвигающемся Божьем суде. И вот первая печать снимается, и мы видим белого всадника. Я изучаю этот вопрос, еще у некоторых толкователей увидел, что это связано с обманом. То есть если греческий текст брать, то белый всадник связан с каким-то обманом. И, возможно, это были события, которые были в 19 году, кто знает. Возможно, это именно это предупреждение. Ну, по крайней мере, я склоняюсь к этой точке зрения. Кто-то говорит, что это будет мусульманский лидер Махди, потому что он у них написан в их некоторых учениях, что он такой же на белом коне. То есть кто-то с этим связывает. Но мне кажется, что первая версия с каким-то глобальным обманом, который был вот в 2019 году, да, он более такой
вероятный. Дальше. Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». Вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир земли, чтобы убивали друг друга. То есть получается, что этот второй всадник возвещает войну. И война, войны, они всегда были. Но есть особенные моменты, на которые мы должны обращать внимание. То есть об этом будет тоже отдельный ключ, а именно Израиль. То, что война, например, Первая и Вторая мировые были до появления Израиля. Может быть, они нам показали какой-то прообраз того, что будет. Вот, но может быть, они были такими мощными, да, для того, чтобы войны последнего времени мы не воспринимали всерьез. Такой хитрый ход лукавого. То есть лукавый мог так вот подливать масло в огонь в Первой и Второй мировой войне, чтобы настолько ужасно там все было, чтобы в последнее время, то, что будет, мы не обратили на это такого сильного внимания и не считали это апокалипсисом. Может быть, может. Но мы должны обращать внимание на то, что Израиль есть, и это нам говорит о том, что мы живем в последнее время. Поэтому войны, которые сейчас есть, они могут быть не такими глобальными, но тем не менее решающими и показывают порядок. То есть этапы свитка, они показывают порядок и предупреждают верующих людей о том, что будьте бдительны. Не гоняйтесь за деньгами, не гоняйтесь за домами, не гоняйтесь за мирским, плотским и так далее. Пересмотрите свою жизнь. Начните служить Богу своей жизнью, посвятите свою жизнь Ему, потому что все это земное сгорит, погибнет и останется здесь, и вы... И люди, которые посвящают свою жизнь Богу, они не боятся этих катаклизмов, войн и так далее, потому что они другим живут. Они живут небесным. Никто не может отнять из сердца человека веру в Иисуса Христа. Никто не может отнять, только обманом. Только сатана обманом может это сделать, когда человек сам разменивает ценное на ерунду какую-то. Поэтому сейчас социальные сети, YouTube захламлен вообще ерундой, чтобы никто не мог найти истину. Вот этот ролик, который я загружу, если он наберет 1000 просмотров, по сравнению с миллионами, которые другие набирают, если он 1000 наберет, я буду сильно удивлен. Прям сильно. Потому что какие-то попытки делать что-то подобное у меня были, и там просто ноль. Какие-то совсем единицы. И если этот ролик наберет 1000, я уже удивлюсь. Но желать того, чтобы миллионы людей узнали истину, оно есть желание. Но узнает ли мир? Нет, потому что завалено всяким мусором, развлечениями, поиском похоть очей и гордость житейской. То есть вот такими вещами. И поэтому войны даже, да, они есть, но люди даже этого не замечают. Те новости, которые есть, даже верующие это не замечают. Итак, следующий всадник — это голод. То есть третья печать, вот мы слышим, и слышал я голос 4 животных, говорящих: «Хеникс, пшеницы за динарий». То есть здесь очень сильный голод возникает, то есть очень дорогая пшеница, а пшеница — это основа рациона вообще на нашей планете. То есть благодаря пшенице, и вообще зерновым, мы кормим животных, мы сами кушаем досыта. И вот если не будет пшеницы, то вообще зерновых, да, то возникнет голод. Почему это может произойти? Возможно, что когда война разгорается, происходит экономический коллапс. То есть, скорее всего, это либо ядерный какой-то взрыв, либо экономический крах империи. Да? Все мы знаем, что наша экономика держится на долларе США, и, возможно, крах какой-то может привести к тому, что рушатся логистические цепочки, фермеры перестают сеять, потому что это бесполезно. Люди, которые знают сельское хозяйство или живут в деревнях, они прекрасно знают, что сейчас фермеры не держат запасы зерна, они его каждый год покупают. И если они не смогут его купить, они смогут посеять. Даже если у них есть зерно, допустим, проблема с бензином, да, с дизельным топливом, прям серьезная проблема, то они не смогут засеять, потому что не будут уверены, что смогут трактора, да, запустить и собрать эту пшеницу и так далее. То есть где-то вот эти проблемы могут быть очень сильно из-за экономических каких-то проблем, да, сильно разовьются эти проблемы,
а голод возникнет в других местах, именно на 1/4 части земли, вокруг Израиля. Потому что, это там следующий ключ, мы об этом будем говорить, что территория Израиля является ключевой. Итак, мы видим, что после войны голод. И Иисус об этом говорил, что будут войны, глады и моры. И вот следующее, когда он снял 4-ю печать, мы увидели бледного коня, и имя его смерти, ад следовал за ним. И дана ему власть над 4-й частью земли умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. Обратите внимание, здесь есть несколько ключевых вещей в этом стихе, на которые я обратил внимание. Во-первых, ему дана власть над 4-й частью земли. И вот этот ключевой момент, который многие с ужасом читая, считают великой скорбью. Они думают, что четверть людей умерла. Настолько сильный голод. Но здесь написано, что это 4-я часть земли, то есть территориально, над этой территорией. И теперь давайте логически просто поймем. Территория вокруг Израиля заселена в основном многочисленными мусульманскими народами, которые в основном в 20 веке начали жить только хорошо благодаря, опять же, христианским странам, которые развили технологии, которые сделали дешевым хлеб, и возникла торговля, легкая торговля. И плюс найдена нефть. Поэтому они там, добывая нефть, на эти деньги могут уже покупать хлеб. Выращивать хлеб там нерентабельно. Он не может накормить все население Востока. Он не может накормить. Допустим, Афганистан 90, по-моему, процентов хлеба, пшеницы, муки и так далее, закупает с Казахстана. Те же самые страны, как Иран, Ирак, Сирия, там Египет и так далее, они закупают пшеницу. И она дешевая пшеница. Если она вырастет в цене, эти страны, у которых по 5, по 10, по 12 детей, эти дети уже взрослые, им требуется больше хлеба, и если нет работы, если нету хлеба в магазине, то возникнет реально голод. И в этих странах также живет очень много христиан. Не так много, как раньше, но их очень много. И они живут под постоянным давлением со стороны мусульман. И кто будет страдать, как вы думаете, в первую? И кто будет страдать в первую очередь, когда возникнет такой вот экономический коллапс, когда война, то есть там идет война, и вот сейчас вот уже голод. Конечно же, в первую очередь все шишки пойдут на христиан. Почему? Давайте прочитаем. Когда он взял 5-ю печать, увидел же... кстати, вот здесь вот еще один момент, который я пропустил. Хеникс пшеницы за динарий и 3 хеникса ячменя за динарий, а елея же и вина не повреждай. То есть елей и вино, то есть это жир, елей это масло, и вино. Вино это углеводы, это сладкое, то есть сахара и так далее. То есть это в теплых странах. А пшеница выращивается в основном холодных странах, таких с средним климатом, такие как Европа, Украина, Россия, Казахстан. Именно здесь происходит какой-то Украина с Россией, возможно, это тоже что-то значит. И следующее, что я мог пропустить, то есть умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. По-моему, в другом переводе мы можем прочитать про мор. Мор. То есть мор — это болезнь. В другом переводе, русский перевод очень хороший. То есть болезни. И мне пришло в голову, что, возможно, это тоже сигнал к тому, что первый всадник — это все-таки связано с эпидемией. То есть, с одной стороны, обман, с другой стороны, эпидемия. Возможно. Но это лишь предположение. Здесь нету такой прямой параллели, это мои личные мысли. Итак, следующий. Когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и свидетельства, которые имели. Итак, и представьте себе, на Востоке, где христиане очень сильно находятся под давлением, например, в Иране, там есть христиане, но там есть армяне, там есть такие диаспоры, но постоянно есть давление. То есть они там не могут, например, Евангелие нести. То есть они там сами между собой живут. То есть, пожалуйста, родился твой сын христианином, пожалуйста, но если кто-то из мусульман станет христианином, тут же возникнут проблемы. Почему? Кто рассказал, кто привлек, кто сделал. И тот, кто принял христианство, может быть казнен, и тот, кто привел его ко Христу, тоже. То есть сейчас. А когда будет голод и эпидемия, то эти люди
по сути, имея хоть какое-то имущество или еще что-то, тоже подвергнутся нападкам. И не только из-за голода, но и главное из-за того, что сейчас основные новости мы видим, что христиане помогают иудеям, евреям, да, а евреи — это самые ненавистные люди у мусульман. Так учат, что евреи — это самые ненавистные люди. И Бог нам сказал благословлять евреев. Кто проклинает евреев, тот сам проклят. И многие европейские страны тоже прокляты из-за того, что к евреям относятся негативно в своих мыслях, в словах, да, и так далее. Они считают их там нехорошими. Но это не важно, какие они хорошие или нет. Это Богу судить. Но если кто-то трогает детей, допустим, вот я отец, да, вот мой ребенок. Если мой ребенок не послушен, я его накажу. Но если какой-то чужой дяденька его наказывает, то я к этому дяденьке приду, да. То есть мне это не нравится, даже если мой ребенок не прав. Никто не имеет права моего ребенка наказывать, кроме меня. То есть ко мне подойди, скажи, и все. Но нельзя моего ребенка трогать. И если Бог избрал еврейский народ, то никто не имеет права осуждать евреев или там наказывать их, чтобы не получить самому проклятие. И я думаю, что сатана прекрасно это знает, и поэтому все народы он против евреев настраивает, чтобы они были прокляты, эти народы. И поэтому мусульмане, ненавидя евреев, да, ненавидят и тех, кто им помогает. И в данном случае Америка помогает евреям, а Америка считается самой христианской страной. Там можно смело только говорить о Христе. Даже в Европе сейчас нельзя уже говорить о Христе. Даже в православной России нельзя, ну, например, какие-то вещи, мне кажется, говорить. Да, я видел новость, я могу сказать, что нельзя все четко сказать. Даже ну, каких еще странах? Ну, в общем, странах, которые считают себя христианскими, точнее, светскими они уже считают себя, но были когда-то христианскими, ты не можешь смело говорить о Христе, и тем более мусульманам, например. А в Америке это можно. Вот какая еще такая страна есть? То есть Америка считается христианской, как бы что там кто ни говорил. Да, я знаю, что в Америке много сатана посеял грязи, но это не просто так. Это именно потому, что сатана пытается Америку сокрушить. Естественно, он именно ее атакует через похоть очей, гордость житейскую, да, сеет там через финансы, отвлекает людей, чтобы они за деньгами ходили и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Америка атакована сатаной очень сильно. И многие христиане, конечно же, мы неправильно, мы не сохранили чистоту, да, то есть с лукавым очень трудно бороться. Это битва, это духовная борьба. Но из-за этого не значит, что мы должны тоже подключаться к этому, вставать на сторону сатаны, обвинять там христиан, там Америку и так далее, или евреев. Так вот, возвращаемся опять же к тому, кто убит за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. То есть это явно христиане, которые убиты. И если мы выше читаем, что это на 1/4 части земли, и если мы правильно понимаем, то это вокруг Израиля, то все становится понятным. Ну, естественно, это не только вокруг Израиля, да, везде, где есть большое количество мусульманского населения, то христиане могут подвергаться гонениям. Но здесь это особенно усиливается. Дальше мы читаем. «И возопили они громким голосом, говорят, доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Итак, мы видим, что суд еще не состоялся, да, и многие ждут, что вот придет в последнее время. А те, кто гоним, для них каждый день это мука. И они возопьют, доколе, да, доколе, Господи, когда? Мы вот слышали, что придешь ты, вот слышали, что придет, вот. То есть мы каждый раз об этом говорим. И люди, которые живут в трудностях, еще больше этого жаждут и ищут. И они уже возопили, да, когда же Господь? Но суд еще не состоялся, да, свиток еще не раскрыт. Вот, но им даны каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они дополнят число. То есть Господь допускает такие даже вещи, чтобы накопились доказательства вины этого мира, да, чтобы больше было доказательств. Потому что христиане, которые приходят с учением милосердия, с учением прощения грехов через жертву Иисуса Христа, с учением Иисуса Христа, когда ударили по одной щеке, поставив другую. И вот таких вот людей в первую очередь убивают. Именно таких людей, которые вообще идут с рукой помощи, протягивают руку помощи, а их за это убивают. То есть почему? Потому что сатана так обманул других людей, что они видят в этих добрых людях злодеев. Но это число должно наполниться.
Дальше мы читаем, когда он снял шестую печать, я взглянул, вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, луна сделалась, как кровь. Внимание, здесь мы видим уже какое-то небесное знамение. Мы уже видим, что землетрясение, солнце стало мрачно, и луна сделалась, как кровь. То есть при приближении, на мой взгляд, да, вот этого небесного астероида, да, происходят вот эти катаклизмы. И дальше мы читаем, звезды небесные пали на землю, как смоковница. Как я это понимаю? Ну, Иоанн видит метеоритный дождь. То есть, как я думаю, что перед астероидом обязательно есть какие-то частицы, да, метеоритов. То есть астероид — это большое небесное тело, а метеорит — это маленькие небесные тела. И они просто как осколки входят в слои атмосферы, загораются. И мы часто, когда на небе видим подобное, мы говорим, звезда упала, да? Но мы же понимаем сейчас, зная астрономию, что это не звезда, что это просто какой-то метеорит, который загорелся, входя в атмосферу. Но говорим звезда. Поэтому то же самое 2000 лет назад, да, Иоанн, он записывая это видя, он пишет, что звезды падают с неба. Потрясаемый сильным ветром, как смоковница, потрясаемым сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Дальше небо скрылось, свившись как свиток. Всякая гора и остров двинулись с мест своих. То есть здесь, на мой взгляд, ну, допустим, небо свилось как свиток, когда входит астероид в атмосферу, да, это похоже, очень похожее явление может быть. А всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. Я думаю, это, не знаю, как правильно называется, аллегория или как, когда просто масштаб событий описывается. Почему это допустимо? Потому что в Библии мы не раз такое встречали. Например, когда царь Навуходоносор был вот царем, да, там написано, что он стал царем по всей земле. Но мы же понимаем, что не по всей буквально земле. То есть это слово называется по всей существующей открытой земле. Не по всей земле буквально, там Китай, Южная Америка, Австралия, а говорилось по всей открытой земле, которая была доступна. Вот, поэтому всякая гора, не говорится буквально всякая гора. Это мое мнение. Вот в данном случае это мое мнение, потому что в Библии, в книге, мы читаем в книге Откровения всякая гора, и тут понимаете, как хотите. Но я говорю, как мне кажется. Почему? Потому что кроме этого, возможно, произошло землетрясение. Кроме астероида, да, возможно, произошло такое землетрясение, которое сейчас вот все больше землетрясений, а там будет прям такое большое, что потрясать будет везде по всему миру. И что мы читаем? И цари земные, вельможи, и богатые, и бедные всякие, в общем, люди начали прятаться. То есть люди об этом поняли. Они поняли, что сейчас что-то произойдет. Что сейчас произойдет. То есть если астероид будет лететь на Землю, и мы уже поймем по данным, что он действительно упадет, и ученые вдруг решат не обмануть всех, а прямо сказать, что он упадет, готовьтесь, то люди по новостям и так далее, да, начнут прятаться, потому что никто не знает, куда упадет. Он может упасть прямо вот, где мы живем. Поэтому люди, которые не имеют в себе веры в Иисуса Христа, они будут бояться. Люди, которые имеют веру в Иисуса Христа, ну о чем бояться? То есть мы знаем, что мы когда-то родились, когда-то умрем, но мы вечно живем. То есть у нас есть вечность, у нас есть Иисус. А у людей, у которых нет Иисуса, жизнь — это все, что у них есть. Поэтому они паникуют. Тем более богатые люди. Ну, тут есть и бедные, и богатые, и военные. Тут написано, да, разные люди. И спрятались вот в пещерах, ущельях гор. То есть, может быть, тут имеется в виду, что люди прячутся, да, и Иоанн видел, как люди в земле прячутся. Кто-то там в бункерах может прячется. То есть люди в панике. И говорят горам и камням, падите нас. И вот здесь важный момент. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять. То есть еще раз подтверждение того, да, то есть вот второе подтверждение. Первое подтверждение, когда люди, которые убиты за веру, говорят, почему ты не судишь еще, то есть суд не начался. Это не седьмина, ребята. То есть это не великая скорбь. Суд не начался еще даже, да. То есть суд исполнится тогда, когда и начнется, да, вот судебное решение, когда свиток раскроется, потому что в нем записано, что должно быть. А здесь пока свиток раскрывается. И последнее, вот мирские люди, они тоже это говорят, что гнев пришел сейчас только. То есть ибо пришел великий день гнева. Поэтому этапы раскрытия свитка, они понятны, да, то есть перед тем, как астероид упадет, вот это все происходит. То есть свиток описывает события перед падением астероида. Так, следующее. Ну вот как может быть в современных условиях, я прям сразу все это рассказал. Про 1/4 часть Земли я тоже сказал, то что
это не происходит по всему миру. Тоже обратите на это внимание. Поэтому слова Иисуса Христа, когда Он сказал, что когда Он придет за своей церковью, да, когда Он придет, что один будет в поле работать, заберется, другой останется. То есть в поле также будут люди работать. Кто-то спит, да, спокойно. То есть кто-то даже не заметит, как это произойдет. То есть, например, в Южной Америке люди не сильно изменяют свою жизнь из-за того, что происходит война, допустим, сейчас в Судане или вокруг Израиля что-то, да, или между Россией и Украиной. Люди же в Южной Америке от этого не страдают или в Китае. Они живут также, покупают все дома, женятся и выходят замуж. Понимаете? Поэтому 1/4 часть земли — это хороший тоже ключ. Его можно было бы даже отдельно выложить. Вот, но я здесь это сказал. Итак, что же содержит приговор в свитке? Он содержит наказание этому миру, как будет происходить, и передача имущества законному владельцу, то есть Иисусу Христу. То есть земля, которая под властью сатаны, по наследству достается Иисусу Христу, истинному царю. Вот что содержится в этом свитке. Кто такие старцы? Теперь вопрос, кто такие старцы? Это отдельное видео можно делать. Я до конца не могу сказать вам точно, кто такие старцы, но кем они не являются, я могу сказать. Они не являются восхищенной церковью по причине того, что один из старцев в 7 главе подойдет к Иоанну. Один подойдет к Иоанну. Что Иоанн не является церковью? То есть или один старец — это как? Часть церкви? Какая часть? То есть возьмем всю церковь, всю миллиард человек, а это будет 1/12 часть подошла к Иоанну. То есть, нет, понимаете, мы видим конкретно старец, старейшина — это конкретная личность, которая говорит, которая конкретно как-то выглядит. Поэтому я не знаю, кто это. Это может быть верховный ангел, да, какой-то, который ему дано право вот сидеть на престоле. Может быть, это старейшина из 12 колен Израиля, да, один из. Но почему Иоанн его не узнал? Понимаете? Поэтому я не могу сказать, кто эти 12 старцев, но я могу сказать, что они точно не восхищенная церковь. Несмотря, что они судят, что они сидят на престолах и так далее, это не те престолы. То есть престолы, те, которые будут даны верующим людям, это конкретно здесь, на земле, в тысячелетнем царстве, когда Иисус придет, да, вместо мэров городов будут верующие люди. Но, естественно, мест не на всех хватит, и поэтому награда будет распределяться по делам этих людей сейчас здесь на земле. Кто лучше трудился для Господа, и тот и получит по мере своих дел. И Бог будет видеть, видя каждого сердца, Он знает, кого, куда и как поставить. Вот где находится церковь во время судебного слушания? Церковь находится на земле еще, да? То есть свиток раскрывается, церковь еще находится на земле. Поэтому мы видим, что убивают людей на 1/4 части земли за веру в Иисуса Христа. Может ли церковь быть забрана раньше? Я думаю, уже поняли, да, что нет. Теперь следующий вопрос. Должна ли церковь остаться на том месте, где будет исполняться судебное решение? То есть, когда суд Божий придет на землю, будет ли церковь на земле? На основании того, что говорит и Павел, да, и Иисус говорит, что пошлет ангелов и заберет. То есть, когда будет знамение на небе, читаем Марка 13 главу, Иисус говорит, то есть, давайте я прям прочитаю, чтобы более было обосновано. Важный момент, что слова Иисуса Христа, они здесь записаны Марком, на основании слов Петра. И Петр был слушателем того, что говорил Иисус, да, то есть когда он сидел на горе Илионской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. То есть Матфея здесь не было, если мы читаем Евангелие от Матфея. Луки здесь не было, потому что Лука со слов Павла писал. Здесь был Петр. То есть Евангелие от Марка Марк записывал со слов Петра в Риме, когда Петр был. Поэтому Евангелие от Марка, вот эту часть послания, можно сказать, доносит в более каком-то порядке правильном, да, наверное. Потому что Петр слышал, что говорил Иисус, и тоже говорил. И Дух Святой сложил это вот в нужном нам понимании. То есть они спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак, когда сие должно свершиться. А я напомню, что Иисус говорил о храме. То есть Иисус говорил о том, что храм будет разрушен. И ученики спросили его, какой будет признак и когда это должно свершиться. Но они спросили как бы о последнем времени и о храме. А события происходят в разные эпохи.
Но они как бы думали, что это произойдет в момент разрушения храма. Поэтому Иисус начал им отвечать на вопрос, который фактически, ну, сами понимаете, да, то есть одно событие происходит в 70-м году нашей эры, другое происходит 2000 лет спустя. Ну, я верю, что в наше время. Конечно, Иисус, понимая, что им не дано все понять и знать им не нужно, Он им начал говорить, чего им нужно предостерегаться, чтобы не впасть в какие-то вещи. Да? И вот первое, что Он говорит, берегите, чтобы никто не прельстил вас. Многие придут под моим именем. То есть что значит под моим? То есть будут говорить, что я избранный, да, я мессия. И за эти 2000 лет у евреев было очень много мессий. Мы просто историю этого не знаем, там на самом деле много было. Кроме того, есть вот такие, как пророк, ну, не настоящий, да, пророк, потому что Иисус сказал, что он последний, а после него пришел там ложные пророки. И они как бы учат людей по-другому. Ложный пророк, не настоящий пророк, не пророк, которого пророки знали, не пророк, которого Иисус хотел видеть. Потому что Иисус сказал, я последний, не будет после меня пророков. Он сказал, я последний. И поэтому приходит какой-то человек, которого мусульмане называют пророком, и говорит, что он пророк последний. Ну, понимаете, это не сходится. Поэтому Иисус предупреждает, что будут такие, которые будут приходить. У каких-то лучше получится увести за собой, у каких-то хуже, но они будут. И вот Иисус об этом предупредил. Еще Иисус предупредил, когда услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это не конец. И вот мы читаем в Откровении 6 главе то, что мы сейчас все перечислили. То, что есть войны, военные слухи. Они были и до этого, но сейчас, особенно когда Израиль есть, это важные вещи, да, но мы не должны думать, что это конец. То есть восстанет народ на народ, и будут и землетрясения, и так далее. Все это начало болезней. Понимаете? Начало. Но вы смотрите за собой. То есть наше внимание должно быть за собой, да? Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах. То есть за 2000 лет это было много раз. И в книге Откровения 6 главе мы читаем особенно много будет. И уже происходит на 1/4 части земли, как я считаю, это вокруг Израиля, гонения на христиан. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Но это исполнилось. Благодаря интернету сейчас все народы имеют возможность знать Евангелие. Все малые народы знают как минимум 2 языка. То есть свой родной язык и язык, рядом с которым они находятся, какой-то большой язык. Потому что маленькому народу недостаточно своего языка, чтобы получить какую-то глобальную информацию. Поэтому в основном все малые народы знают 2 языка. И в любом этом большом языке есть переведенное Евангелие, Библия. Когда же некоторые, кстати, учат, что прям каждый человек должен знать. Ну, здесь не говорится о человеке, здесь говорится о народах. Каждый народ, в принципе, знает Евангелие. То есть это уже исполнилось. Дальше наставление о том, как представлять на суде, если человек оказался, как быть, то есть полагаться на Духа Святого. О том, что будут предательства, о том, что будут ненавидимы всеми за имя мое. Не просто ненавидимы всеми за то, что вы вот есть, а за мое имя. То есть если человек думает, что он страдает как христианин, за какие-то просто дела, и думает, что он блажен. Неправда. То есть за имя мое, то есть за имя Иисуса Христа. Если ты проповедуешь Христа и за это страдаешь, то вот за это Иисус говорил. Когда же увидите мерзость запустения, здесь я скажу так, этот момент сложный, до конца непонятно, поэтому даже не буду об нем говорить, про мерзость запустения. Поэтому вот этот момент мы упустим, так как он довольно сложный для толкования. И я сейчас хотел именно о другом сказать. То есть, как мне кажется, это происходит именно перед великой скорбью, то есть вот Откровение 12 глава, когда будет именно на храме вот события с Израилем, война в Израиле, и надо будет убегать из Израиля. То есть люди, которые прочитают слова Иисуса Христа, и верующие в Израиле, которые находятся, если они не восхищены, то они должны понять, что надо бежать, потому что не будет даже времени ничего сделать. Потому что будет очень большая скорбь. То есть это вот Откровение 12 главу почитать, я думаю, что здесь говорится об этом. Дальше, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, будут говорить чудеса. Вот. Но в те дни после скорби, то есть солнце померкнет, луна не даст своего света, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Да? То есть мы видим, что то есть вот эти события, война, гонения на христиан,
события в Иерусалиме, да, скорее всего, потому что здесь говорится про святое место, про мерзость запустения и так далее. То есть это очень похоже на то, что описано в 6 главе книги Откровения. И потом Иисус говорит, что после вот этих событий, да, солнце померкнет, луна не даст своего света. И мы читали, что в 6 главе книги Откровения то же самое. И луна, и солнце там упоминаются и так далее. И звезды падут с неба. Мы это тоже читали в 6 главе книги Откровения. И дальше смотрите. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силой многой и славой». То есть Иисуса видят, но Он на землю не ступает. «И тогда Он пошлет ангелов и соберет избранных от 4 ветров до края земли, до края неба». То есть вот это описание, вот откройте 7 главу Откровения, и вы увидите там и ангелов, понимаете, и избранных. То, что ангелы ставят печати своих на избранных. И потом мы читаем, что стоит множество народа с пальмовыми ветвями, и это чудо и тайна, что даже Иоанн не понял, кто это. Поэтому я считаю, что вот эти вот слова Иисуса Христа говорят о восхищении церкви, которую мы видим в 7 главе книги Откровения. А события, которые до, это говорится о Откровении 6 главы. Иисус прямо сказал, что это еще не конец. Вот, поэтому, когда Иисус соберет своих избранных, Он сам на землю не наступил, то церкви не будет на земле. То есть 7 глава показывает, что церковь восхищена и не будет на земле. Это мое мнение. Я не могу это больше никак доказать. Вот, но как мы можем знать, когда произойдет момент? То есть мы, много, да, если верующий человек вот смотрит это видео, и он опытный, допустим, лет 40, он уже не раз встречал такие послания, что вот последнее время. Наверное, это было и в 80-х, и в 90-х, и в 2000-х, каждое десятилетие. И он, наверное, уже просто не обращает на это внимания. Но мы имеем верный знак, когда это произойдет. То есть при знамении на небе. Итак, где это знамение мы видим? Марка 13 глава, 27 стих. Точнее, вот так, с 24 по 27 стих. То есть вот эти места показывают, что при знамении на небе. И в книге Откровения мы, смотрите, находим 6 глава, в самом конце, при последней печати, точнее, при 6 печати, мы видим знамение на небе. Все, если мы перейдем сейчас в 7 стих, мы видим ангелов. Я увидел 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли. Вот. И он говорил, что не надо вредить земле. То есть не надо вредить земле, да. То есть суд еще не должен состояться на земле. То есть от Бога, да, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего. То есть пока вот последнего прям не отметим, потому что человек может быть спасен, да, но он сейчас в личных отношениях с Богом, он ищет Бога, а в какой-то момент он, может, отпал, да, то есть ушел в мир, ушел, все, и там или отрекся, или еще не знаю что. То есть он остается на земле, он не мудрое дело, он не дождался, у него масла не хватило. Он не дождался. Вот, а другой человек вот прям только-только обрел Господа, да, и покаялся, и посвятил свою жизнь Богу. Да, вот в этот момент, благодаря тем событиям, которые были при открытии печати, при тем сложных событиях, он услышал Евангелие, да, и принял, и покаялся. И он восхищается. Понимаете, то есть ангелы, они это должны всех запечатлеть. И вот они запечатляют, значит, всех евреев, которых Бог избрал, 144 тысячи. То есть им надо было ровное число, 144 тысячи. Вот они это запечатляют. И дальше Иоанн говорит: «После сего увидел великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен». Понимаете? Это уже не евреи, это христиане из всех племен. И колен, и народов, и языков стало перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Вот, и они пели Богу. Теперь один момент про старцев. Вот кто такие старцы. Забыл, поэтому хочу пояснить. То есть один из старцев, да, спросил меня: «Сие, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби». И здесь стоит «от» в смысле от проблемы.
То есть ее еще нету. То есть перед тем, как настала эта проблема, эти люди пришли. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью агнца. И когда первый раз человек читает книгу Откровения, он видит белых людей, которые в крови, и, наверное, они, да, пострадали за агнца, да, то есть им там голову отрубили или еще что-то вот в 6 главе книги Откровения, и мы пытаемся их связать, вот этих людей, с теми, кто пострадал в 6 главе книги Откровения. Но на самом деле это не так. Почему? Потому что мы видим людей в белой одежде, омытой кровью агнца. Это не их кровь. Они не пострадали, они свою кровь не потеряли. Понимаете? Это очень важно. Они пришли от великой скорби. От великой скорби. То есть великая скорбь будет в 11 главе, 12, 13, 7 лет. Там прям цифрами это написано. Я не знаю, почему толкователи так путаются. Это вот как человек в заблуждении, когда хочет как-то свою мысль донести, он начинает все подтягивать под свою теорию. Вот не хочет он, чтобы 6 глава была до вознесения церкви. И он все перестраивает под свое понимание. Но если мы просто читаем как есть, беспристрастно, ну, нам все откроется как положено, да. То есть эти люди пришли от великой скорби, и омыли не своей кровью одежды, а просто по вере в Иисуса Христа люди очищаются. Поэтому, то есть только за то, что они поверили в Иисуса Христа как Спасителя, только за это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Итак, таким образом, ну, наверное, мы закончим вот этот третий ключ. То есть что такое свиток с приговором, да? То есть это свиток, в котором описано решение суда, вот, и оно происходит до вознесения церкви. И вот когда он снимет уже вот 7-ю печать со свитка, тогда вот все и совершается, да, то есть безмолвие на небе, и мы видим здесь, что ангел, то есть первый ангел вострубил, да, сделался град и огонь, смешанный с кровью. То есть это с неба начался падать метеоритный дождь, да, потом астероид падает на землю. И вот несколько ангелов, вот об этом можете почитать. То есть сейчас мы не об этом. Переходим к 4-му ключу. 4-й ключ, знамение на небе. Ну, я вот не подготавливался, поэтому у меня все сумбурно получилось. Я уже об этом рассказал. То есть знамение на небе мы видим в Марка 13, 21, 24, да, по-моему. И Откровение 6 при 6-й печати. То есть мы видим знамение на небе. И здесь остается добавить только одно. Дорогие братья и сестры верующие, то есть которые все время говорят о том, что Иисус может прийти там завтра или по такой-то дате. То есть я не против, я никого не осуждаю, потому что я сам через это прошел, и тоже я смотрю на это как люди, которые любят Иисуса Христа, ждут Его прям с нетерпением, поэтому на любую дату они с радостью готовы. То есть ничего там, я в этом никого не осуждаю. Я просто говорю, чтобы масло наше не расходовалось, будьте немножко мудры. То есть Иисус четко сказал, что знамение на небе будет нам знаком. И такое знамение похоже очень будет, например, в 2029 году, когда будет пролетать астероид Апофис. По словам ученых, он пролетит мимо, по факту не знаю, но это может быть тем самым астероидом, а может быть, как бы покажет нам, да, что такое вот событие должно произойти. Потому что астероид, которого Бог пошлет, он может быть непредсказуемый, идти из глубин космоса не по какой-то траектории, которую вычисляют ученые, а просто напрямую. И он прилетит так быстро, что никто не заметит. Такой тоже может быть. Но по описанию Откровения 8 главы это явно астероид с метеоритами. Вот. Поэтому ждем такого знамения. Ну да, вот здесь я уже все это сказал. Вот интересный момент в Матфея 24 главе и Марка 13 главе, который описывает последнее время. Многие блогеры, христиане, исследователи последних времен и вообще исследователи, они пытаются совместить книгу Откровения и вот эти слова. И в принципе это можно совместить, как я только что до этого читал, но только до момента восхищения церкви. Почему? Потому что Иисус говорил кому? То есть кто основные слушатели Божьих слов? То есть мы прочитали в Марка 13, что было 4 ученика, которым Иисус это сказал.
Иисус говорил своим ученикам, которые евреи, которые следуют за Ним, и которым нужно было передать послание кому? Церкви, то есть верующим христианам. Если люди верующие, если они следуют за Иисусом Христом, и они будут восхищены, то нужно ли им что-то еще? Ну вот представьте, да, вы восхищены. Нужно ли вам знать, что будет дальше? Как будут наказаны эти люди? Как здесь будет на земле? Что и как? Ну, по большому счету нет. То есть остальная информация нужна тем, кто останется. Для того, чтобы знать, что это не навсегда, что вот эти вот, что зверь захватил власть и склоняет поклониться и отречься от Христа, что это не вечно, что у него будет срок, и этот срок определен. Чтобы у них была надежда, например. Чтобы в миру люди, которые задумаются впервые в жизни о Боге, чтобы они увидели, что да, это может быть это правда. Вот. Чтобы люди неверующие тоже могли принять решение следовать за антихристом, либо все-таки понять, что в Библии оказывается правда. Может быть для этого, да? А также может для того, чтобы зафиксировать праведный Божий суд, что он предупреждал заранее обо всем, что будет и так далее. Вот, но основное послание верующим до момента восхищения церкви. Поэтому в Марка 13 и Матфея 24 мы должны понимать, что там не описаны события после. И не нужно пытаться как бы строить откровения в те слова Иисуса Христа, потому что он дал часть. А уже когда Иоанну он дал полностью, потому что сложилась история во Вселенной. Когда Иисус воскрес, сатана, естественно, поменял свои планы, как действовать, потому что он увидел, что потерял души, он все потерял, фактически проиграл. Теперь ему надо лукавством, обманом и ложью забрать вот эту благодать, потому что очень легко прийти к Иисусу Христу и спастись. Очень легко человек может получить вечную жизнь. Ему ничего не надо делать, ему никуда не надо идти. Ему надо просто поверить в Спасителя Иисуса Христа, принять его в сердце, его жизнь начнет меняться, он начнет исполнять заповеди, он будет другим человеком. Это опасная для сатаны ситуация, он проиграл по всем фронтам. Поэтому, естественно, он придумал такой коварный план, как обмануть, как завуалировать, как от Христа отвести, да, создать такую религию, как ислам, которая будет в конце только времен обретет власть по всей земле. То есть представьте, какой долгоиграющий план. И, естественно, будучи таким стратегом, да, и таким коварным стратегом, что избранных людей он похищает души избранных людей обманом. Поэтому Иисус дал книгу Откровения, которая напутствует, которая помогает. И люди, которые читают книгу Откровения, вот я вас уверяю, да, то есть люди, которые, если бы они читали на Востоке эту книгу, да, искали в ней истину, они бы в ислам бы точно не ушли. Или еще куда-то, да, потому что эта книга, она, во-первых, ободривает, но она также и дает страх Божий. И поэтому люди, они в трепете жили бы, в праведности жили бы, в истине жили бы. Вот. Таким образом, вот этот слайд, я хотел сказать, что из Евангелия, да, когда мы читаем в последнем времени, там говорится до момента восхищения, когда Иисус заберет нас. А в книге Откровения уже все подробности. И пытаться смешать это приводит к неправильному толкованию. Итак, пятый ключ, о котором я хотел сказать, он тоже очень важный, это территория. Я уже об этом сказал, что 1/4 часть земли, которая происходит до восхищения церкви, да, вот эти все события, они вокруг Израиля. Израиль — ключевая территория. А 1/4 часть земли, она занята, по сути, мусульманами. Даже можете в интернете посмотреть, есть такой квадрат, так и называется, по-моему, 1/4, что ли, или 20/40 он называется. Да, 20/40. Это квадрат, где меньше всего проповедано Евангелие. И это именно мусульманские страны. Это Северная Африка, это вокруг Израиля, да, все, Ближний Восток. Вот. Поэтому, скорее всего, по логике мы можем понять, что именно там все происходит. И после того, как Израиль образовался в 1948 году, да, можно сказать, что часики затикали. Часики последнего времени затихали. Книга Даниила также говорит нам о территориях вокруг Израиля. И здесь мое, наверное, послание к тем, кто ходит в церковь адвентистов 7-го дня. Я в этой церкви тоже был. По сути, это первая церковь, наверное, в которую я пришел. Но это была не церковь, это были семинары, въездные семинары. К нам в город приехали
И я много узнал и благодарен, то есть этой церкви за то, что они делают, да. Но у них учение в заблуждении немножко, да, потому что они зациклились на одном человеке, которого называют пророком. Вот, у них есть книга дополнительная. И они вот пытаются совместить книгу Откровения с этим человеком. Они не могут признать, что тот человек ошибся. И из-за этого происходит неправильное толкование книги Откровения. То есть они считают антихристом именно Папу Римского. То есть именно Папа Римский. И они это активно сеют, то есть в интернете. Вот, искренне в это верят. Я их за это не осуждаю. Но просто из-за того, что люди смотрят в одну сторону, они не замечают, что сзади подкрался враг с ножом. А они смотрят на того и думают, что тот враг. И они считают, что Папа Римский — это антихрист. У Папы Римского может быть, и вообще у этой церкви католической, множество проблем в истории. Но так много людей они не убили, сколько убили мусульмане. То есть праведников. Не просто людей, да, а именно праведников. То же, что сделала католическая церковь, может быть, в Европе, гонения и так далее, оно несравненно меньше. И, ну, по сути, это были там религиозные какие-то споры, войны даже между протестантами. И протестанты воевали. И протестанты воевали с католиками. Но мы же об этом там не говорим явно, да? То есть бывают неправильные какие-то войны, неправильные учения, неправильные церкви. Вот. Но за неправильно держаться нельзя. То есть, если вы ходите в церковь адвентистов, то понимание книги Откровения там зависло где-то до того, как образовался Израиль. И поэтому они не могли правильно толковать. Об этом мы тоже дальше поговорим. Вот, то есть Римская империя, она была на территории, которая описана в книге Откровения, конечно, но не вся. Например, не было Персии, не было Вавилона там и так далее. И эту Римскую империю фактически заняло место Османская империя в свое время. То есть Османская империя находится вот как раз на этой территории вокруг Израиля. Находилась. Вот. И она пала после предыдущих войн. И можно сказать, опять же, я не могу вот здесь вот точно сказать на 100%, но можно сказать, что это раненая голова зверя. Можно так сказать. Что это, скорее всего, раненая голова говорит о том, что это была какая-то страна или империя, которая рухнула. И потом она может восстановиться. Это может быть Османская империя, которая объединится с теми странами, которые пойдут против Израиля. Все может быть. Но очень похоже, что это именно так. Но это точно не Папа Римский. То есть теперь это точно стало понятно. Это вообще не западная история. Это именно восточная история. Итак, ключевая территория, о чем я хотел сказать, находится вокруг Израиля. Шестой ключ, кто такой антихрист. Ну, об этом я уже много говорил. То есть, если предположить, что это именно исламская история и, возможно, Османская империя, то в Библии мы часто встречаем такое упоминание о Северном царстве. То Турция, которая стала преемником Османской империи, на самом деле находится там, где находились 7 церквей книги Откровения. Еще одно совпадение. И в книге Откровения мы читаем, что там же находится престол сатаны. Сейчас вот точно постараюсь точно найти. Потому что в книге Откровения не написано, ну, каждое слово там имеет смысл, да, вот ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твое дело, что ты живешь там, где престол сатаны, видите? На самом деле, конечно, все 7 церквей находятся на территории Турции и Османской империи, да, бывшей. Вот, ну, вот мне вот это показалось важным, то, что Иисус говорит, что там престол сатаны. И он находится на севере от Израиля. Может быть, это имеет значение. Я лично склоняюсь к тому, что это имеет огромное значение. Обычно исламские страны все против Израиля. Ну, какие-то с ними имеют торговые отношения, пытаются дружить. Какие-то находятся далеко и, в принципе, не конфликтуют. Но вот Османская империя, она тихо, но очень против Израиля, скажем так. То есть мы сейчас видим разные страны, но вот Турция, она тоже особо не любит Израиль. И настроение вообще у них очень быстро меняется. Они могут в любой момент
прям сильно возненавидеть. Тем более, если что-то произойдет с храмовой горой. Теперь Антихрист не будет признавать Сына, да, потому что мы читаем в 1 Иоанна, об этом говорится, что кто не признает Сына, не признает и Отца. Тот Антихрист. Прям так и говорится. Давайте я попробую найти. Точно я, к сожалению, тут поиска нет в этой Библии, да. Но я попробую видео вставить. То есть Антихрист не признает Сына. И любой мусульманин, это главная их идеология, они не признают Иисуса как Сына Бога. И они его статус намеренно занижают до пророка. До такого же пророка, как, допустим, все пророки, которые совершали ошибки в своей жизни. И возвышают среди них всех своего пророка, который совершил множество ужасных вещей. Они его возвышают. То есть, фактически хотят сказать, что Иисус такой же, как Мухаммед, понимаете? Это очень серьезно. И такое заблуждение, да, оно, для человека это потеря вообще души. То есть это дорога в ад. И, естественно, для сатаны это хороший шаг для того, чтобы склонить весь мир к этому. Поэтому я думаю, что все-таки мы на правильном пути, если понимаем, что Антихрист выходит из вот этого. Также я обратил внимание на то, что мусульмане не признают имя Яхве, хоть они и говорят, что у нас один Бог, это Всевышний. Но и они говорят, что мы поклоняемся Богу Авраама, Исаака и Иакова. Но это, опять же, неправда. То есть они признают вроде бы как имена этих пророков, но они как будто бы другие. И Аврааму и Моисею, да, дано имя Бога. То есть это имя Бога, это не просто титул. Но они не признают это. И имя Иисуса Христа по-арабски звучит как Исуа. Но они в своей книге изменили это имя и назвали его Иса, исключив окончание Яхве, потому что Исуах — это Иисуах, Яхве в конце, да, окончание сокращенно, то есть означает, что Бог спасает. Но они это исключили. То есть у них он просто спасает. Но кто спасает? И у них есть свое имя. Поэтому, то есть это видно, что это ложь, да, то есть они идут против Бога Авраама, Исаака и Иакова. И как это они делают? Делают это обманом. Делает сатана это через обман. Следующий момент, который некоторые могут привести в пример и сказать, что нет, это не может быть какой-то мусульманский правитель, потому что мусульманин склоняет силой, да, в основном, да, и сейчас. И вот это заблуждение, которое есть в христианстве, о том, что считают, что раз Иисус сказал, что вы меня не принимаете, а другого, который придет под именем своим, его примите. Вот эти слова христиане воспринимают как добровольное принятие по, так скажем, с аплодисментами, там, прям пойдут за ним. Но это не означает. То есть Иисус сказал, того примите. Что это может означать? Иисус пришел добровольно, да, он никого не склонял, никого не толкал вперед. Он приглашал следовать за ним. Он сказал, следуй за мной. И все, да. То есть он пришел как добрый человек, как тот, кто не давлеет на тебя вообще, дает тебе право выбора. И сказал, а того, кто придет под именем своим, то есть своим, понимаете, он свое будет продвигать. Он будет хотеть себе поклонения. Его примите. То есть это звучит как констатация факта. Вы его примете. И это не значит, что добровольно примите. Там не говорится добровольно примите. Там не говорится, что под силой примите. Там говорится примите, как факт. И это может быть под действием обмана, добровольно. Но также это может и означать насильно примите. Что это означает? Например, если человек подпишет какой-то документ, это означает, что он подписался, да? И неважно, добровольно он это сделал или нет. Вот неважно, добровольно или нет, документ подписан. Конечно, сейчас, то есть в наше время, да, суд может признать такой договор недействительным. Но по факту, есть де юре, да, есть де факто. По факту это считается все равно подписанием договора. И приведу пример, опять же, из Библии. Это когда царь Новохудоносор поставил истукана, да, и Бог евреям сказал, никому не поклоняться. Это заповедь, кроме меня. То есть никому не поклоняться, кроме меня. И евреи это знали. Понимаете? И сатана это знал. И он сказал, не поклонишься, да, то тебя бросят в печь. То есть у тебя остается право выбора. Тебе никто не забрал право выбора. Никто тебе не скрутил руки, не сделал подсечку
и не поставил тебя на колени. Нет. К тебе пальцами не прикоснулись. Да, тебе угрожают словами. Тебе сделали выбор. Очень неудобный выбор, да? Либо в печку, либо поклонись. Но это выбор. И когда мусульмане захватывали разные христианские города, поселения, страны, тоже давали такой выбор. Они давали выбор особо сильных воинов и так далее. То есть либо принять ислам, либо их убивали. Вот. А тем уже, кто слабый, нельзя же всех убить людей прям вообще, да, то есть оставляли, так как им нужны были, да, там люди, торговцы и так далее. То есть им давали выбор. То есть либо принимаешь ислам, либо платишь налог, там, унижение. И им как бы, то есть оставалось, да, вот выбирать вот так вот неудобно. Поэтому можно сказать, что это добровольно. Нет, это не добровольно, но это поклонение. То есть это принятие, они приняли его. Приняли, хоть и не добровольно. Не хотят, но приняли. Потому что очень жесткий такой вот выбор. И мы видим в Откровении 13 главе, что нету там добровольного поклонения. Там написано, никто не может ни купить, ни продать без начертания. Где же тут добровольство? Тут нет вообще никакого добровольного. И поэтому пастора и учителя, которые говорят о том, что это будет добровольно, они заблуждаются. Это заблуждаются, потому что мы видим в книге Откровения 13 главе, это не добровольно. И поэтому слова Иисуса можно трактовать по-разному. Но благодаря последней книге, которую дал Иисус, это же слова Иисуса Христа, это пророчество Иисуса Христа. То есть тому, что дал Иисус, мы видим, что это не добровольно. Откровение 13 глава показывает, что это заставляет людей поклониться зверю, ставят неудобные условия. Либо ты не можешь купить, продать, либо ты поклонишься зверю. Это не добровольно. Вот, таким образом, это еще раз показывает, что исламская версия, скорее всего, ближе к истине. Дальше, Антихрист, он правит 3,5 года, и мы это видим, давайте, чтобы не быть голословным, мы это видим в Откровении 13 главе. То есть вот он пришел зверь, так, это 12. Вот зверь, которого я видел, вот был подобен барсу и так далее. То есть вот этот барс, медведь, лев, это в книге Даниила мы видим эти царства. Это все царства сейчас исламские. И вот одна рана смертельно ранена. Возможно, это Палестина, которая раньше была филистимлянами, да, и которая практически рухнула, а теперь она, так а сейчас она раненая, да, а потом она может восстановиться. Возможно, это Османская империя. То есть рана исцелила и дивилась вся земля, глядя за зверем. Мы поклонились дракону, то есть дьяволу, который дал власть зверю. Итак, здесь мы видим, и дана ему власть действовать 42 месяца. То есть активное действие 42 месяца. Потом чаши гнева будут изливаться на это царство. То есть 42 месяца, 3,5 года. Когда он... с чего начинается этот срок? С захвата Иерусалима. То есть 12 глава показывает, что жена, то есть Израиль, то есть с венцом из 12 звезд, да, которая родила Иисуса, то есть здесь написано ребенка, который вознесен на небо. То есть это прообраз Израиля. То есть это не значит, что она тогда родит. Это говорится описание, кто эта жена. Это жена, которая имеет 12 звезд, которая имеет младенца, да, которая родила его. То есть вот эта жена, да, вот жена убежала в пустыню, в пустынное место, и произошла война на небе, и вот дракон был брошен с неба. То есть когда церковь восхищена на небо, с неба сброшен сатана на землю. И он будет здесь иметь полную власть, 3,5 года. А здесь описана война Израиля, когда дракон пошлет воды за женой, за Израилем. И Израиль убежит. Причем убежит, тут даже написано как. То есть дано было жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в место, в свое место от лица земли, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. То есть, скорее всего, евреи улетят, там, может, на самолет, может, жена с крыльями большого орла, это имеется в виду, это мое допущение. Я понимаю, сейчас это будет вольная трактовка. То есть это, возможно, самолеты, да, орел — это символ Америки. То есть в Америку летят, потому что Америка поддержит Израиль. И в момент, когда будет падение Израиля, как, например, в Афганистане мы видели, американцы, когда быстро поняли, что проигрывают, да, они быстро улетали и забирали с собой, своих, как бы, евреев, не евреев, а из Афганистана своих людей, кого могли. Я думаю, что тут будет что-то похожее организовано, какая-то миграция, да. Но это вольная трактовка, просто привязана к нашему времени, как это может быть.
Вот. И еще один срок, с которого все началось, мы видим, что дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань, измерь храм Божий. То есть вот мы видим храм Божий, соответственно, мы понимаем, где это находится, это в Израиле. Мы видим, что он измеряет, и здесь мы видим срок. То есть появилось 2 человека, 2 маслины, которые будут проповедовать. У них будет сильная власть. Я извиняюсь, да, вот здесь вот я где-то пропустил. То есть здесь... да, вот. «И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». То есть еще 3,5 года. То есть первое, в 11 главе мы видим первую половину седьмины. Мы видим, как построен храм, и начинается отчет. Да, то есть 2 свидетелей. Начинается отчет. То есть еще в Израиле время более-менее, они смогли храм построить и так далее. Но это после падения астероида. То есть, грубо говоря, давайте вот здесь вот повторим. То есть в 4 главе начинается суд. Здесь мы видим агнец, который может открыть печати. В 6 главе печати начинают открываться, происходит война, голод, мор и гонения на христиан. В 7 главе мы видим восхищение церкви. В 8 главе мы видим, в 6 начинается астероид падать, вот он летит, миг восхищения церкви, и здесь он падает, в 8 главе. В 9 главе происходят еще более страшные события, и погибает 2/3, по-моему, земли. То есть это очень серьезно. И тут в 10 главе мы видим, как ангел говорит о том, что будет еще... Ну, для меня это знак о том, что события переносятся в Израиль. Потому что в Ветхом Завете я нашел похожее место. И вот в Израиле мы видим построен храм. То есть, скорее всего, евреи быстро построят храм для того, чтобы пришел Мессия в тяжелые времена. Об этом тоже говорится в Библии, что будет восстановлен храм, но в тяжелые времена, в трудные. В 12 главе мы видим войну. После того, как храм построен, скорее всего, мусульмане соберутся всеми силами для того, чтобы захватить Израиль. То есть для них это будет момент объединения. Когда они скажут: все, хватит нас спорить друг с другом, да, все, это крайняя точка, нам надо теперь просто захватить Израиль, снести его с земли. Понимаете? А у них у всех это желание есть. То есть после того, как они видят храм, они объединяются. В 12 главе мы видим эту войну, когда захвачен Иерусалим. И в 13 главе, когда Иерусалим захвачен, мы видим, что вот этот зверь начинает править по всему Востоку и, скорее всего, по всей земле, где может дотянуться. И правит, в общем-то, антихрист через тотальный контроль, через искусственный интеллект и так далее. И в 14 главе Бог изливает чаши гнева. Вот, изливает. Немножко дальше забегу. Здесь будет блудница Вавилонская. И тоже открою один ключ. То есть блудница Вавилонская кто? Это, если посмотрите пророков, то блудницей Вавилонской назывался Израиль. Ну, грубо говоря, повторение событий, что зверь разорит блудницу Вавилонскую. То есть еще одно совпадение с тем, что это именно зверь разорит Израиль. Вот. И в 19 главе Иисус уже приходит со своим воинством. То есть вот кратко. Вот, но правит он 3,5 года вот здесь, в 13 главе. Зверь. Дальше, что об антихристе можно еще сказать? То есть он появляется, когда Израиль будет завоеван. То, что я сказал уже. Следующее, он использует образ зверя, то есть искусственный интеллект. Ни в одном толковании об этом не сказано. Потому что толкователи пробегают этот момент, так как он был неясен до наших времен. Мне это открылось уже давно, еще до появления искусственного интеллекта. Просто понимал, что к этому придет. Ну, конечно, где-то в глубине я понимал, но как-то не верилось, что это может произойти. И вот мы видим, когда появился чат GPT, это просто случилось. Но мне это было понятно уже в 2000-х годах, когда еще были кнопочные телефончики, только появлялись. Итак, вот мы читаем, да, «И дано ему было вложить дух в образ зверя». То есть что значит образ зверя? Это система ожившая, то есть вложить дух, то есть жизнь вложить в образ зверя. Это ожившая система, которая изображение зверя, то есть это его копия, то есть это его виртуальная копия. Ну, как сейчас есть виртуальное государство, да, то есть это правительство, в котором виртуально все регистрируются граждане для того, чтобы проводить все сделки налоговые, регистрировать недвижимое имущество и так далее, и так далее. И со временем, то есть когда антихрист придет, он вот эту систему в своем царстве развернет по полной программе. То есть, в принципе, эти технологии уже есть, они уже в каждом государстве внедряются, но он вот эту всю систему, видимо, либо объединит, либо какая-то конкретно его модель, она будет доминировать над всеми. Вот, то есть, например, чат GPT
как ты его запрограммируешь, он будет слушать. У него нету совести, нет морали и так далее. Сейчас он нейтральный. Ты его можешь использовать для добрых дел, можешь использовать для злых, да, как зависит от человека или от тех, кто его разрабатывает и настраивает. Вот. Но если его настроить конкретно для того, чтобы он следил за соблюдением вот этих религиозных норм для поклонения Антихристу, ну, в данном случае для соблюдения норм шариата, для принятия, да, вот ислама. Если ты не принял ислам, ты не получаешь на своем телефоне доступ, у тебя нету цифровых денег, с которых ты можешь купить хлеб, то ты не можешь ничего сделать. И искусственный интеллект вычисляет. То есть образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть он сам не убивает, но он делает так, чтобы убиваем был. То есть, ну, он вычисляет, и туда приходят люди и делают, да, все, что надо. То есть он вычислитель. Поэтому вот образ зверя, то есть используют образ зверя для религиозного тотального контроля, как я полагаю, то есть это соблюдение норм шариата. Следующее, 666, да, что такое 666? Исследуя этот вопрос более глубоко, просто вкратце скажу, к чему я пришел, к тому, что это действительно гематрия имени. То есть это действительно его имя. То есть потому что если мы читаем в книге Откровения, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число 666, да? То есть по всем параметрам, скорее всего, это имя. То есть вот здесь мы читаем имя зверя. Если смотреть греческий перевод и новый русский перевод, то я вот долго пытался понять, то ли что это, да, там зашифрованы какие-то вещи или какой-то там, я не знаю, штрих-код, там QR-код и так далее. Это все понятно, это все какое-то сатанинское, да, но конкретно вот эти 3 шестерки — это гематрия имени. То есть это его имя будет. Когда? Когда он появится. Мы еще не знаем, кто это. Поэтому нам это не открыто. Теперь отношение мое лично к тому, как вот пользоваться технологиями. Как вы видите, вот эти картиночки сгенерированы в чате GPT. Конечно, я не в восторге от того, что происходит, но зная хронологию книги Откровения, я понимаю, что образ зверя будет действовать во времена Антихриста. Да, давайте вот вернемся к хронологии. То есть мы сейчас находимся на начале небесного суда, по моим вере и убеждениям, да. То есть вот эта хронология — это книга Откровения. То есть это то, что действительно есть в книге Откровения. А временные рамки — это мое личное субъективное. И я считаю, что мы находимся вот здесь, то есть в начале небесного суда, точнее даже не здесь, а вот здесь. То есть уже свиток раскрывается, и мы уже видим определенные события, которые происходят. И мы предстоим перед восхищением церкви. И знаком к восхищению церкви будет небесное знамение, то есть астероид. В 2029 году пролетит астероид Апофис. Если он пролетит мимо, значит, это не оно. Если он полетит на Землю, значит, это оно. Потому что не было в истории такого события еще с таким огромным астероидом, как Апофис, чтобы он упал в Землю, и мы это зафиксировали. Может быть, там есть какие-то данные, там теории и так далее, но по факту такого не было. События, когда люди это могли зафиксировать. Поэтому я считаю, что если это будет лететь в Землю, то мы можем смело ожидать, что это будет момент восхищения церкви. Поэтому сейчас то, что мы пользуемся искусственным интеллектом, там, получаем какие-то удостоверения с кодами, там, еще что-то, да, не должно нас вводить в какой-то ужас, ступор, и что мы там поклоняемся Антихристу. Его еще нет. Вот Антихрист, вот здесь. То есть Антихрист придет только после того, как произойдут определенные события, которые мы видим в книге Откровения. А именно раскрытие свитка и вся последовательность. Восхищение церкви. Ну, опять же, здесь, да, можно сказать, что это не 100%. Хорошо. Но тогда хотя бы свиток и все эти события, а также падение небесного тела на землю. То есть и 2/3 должно погибнуть людей. Понимаете? Вот такое грандиозное должно быть и ужасная такая катастрофа, после чего к власти приходит Антихрист. И вот тогда вот эти все системы, которые сейчас есть, которыми мы пользуемся, люди к ним уже настолько привыкнут, что они будут жизненно необходимыми, да, для получения средств для существования. И тогда Антихрист уже спокойно сможет это применить для того, чтобы ввести тотальный контроль. Вот так я это вижу. Поэтому сейчас эти все вещи, бежать куда-то там в Сибирь, и там штрих-коды эти там бояться и так далее, ну, нет смысла. Сейчас наша задача проповедовать Евангелие всякому человеку, показывать истинную веру, как это делали самые верные праведные люди на земле.
И такие люди есть. Слава Богу, я примеры, может, прикреплю. Поэтому сейчас наша задача Евангелие нести. И неся Евангелие, да, я верю, что будет восхищение церкви и все. То есть для верующих людей вот так вот. То есть люди верующие несут Евангелие, происходит восхищение церкви, и дальше на земле уже суд, антихриста. Говорю, нам этого бояться вообще нет смысла. Бояться искусственного интеллекта, цифровых денег, там каких-то карточек, смысла нет этого бояться. Да, это нехорошо, это приведет к тотальному контролю, но мы не можем это остановить. Все, что записано в книге Откровения, да, оно исполнится, мы не можем это остановить. Мы должны мудро действовать, да, и использовать это во благо, если можем. Если можем отказаться, откажитесь. Это тоже будет хорошо и благословенно. Если можете без этого быть, будьте без этого. Продвигать это точно я не буду, и не надо это продвигать. То есть это вещи, с которыми надо осторожно работать. И просто если для работы необходимо, это как рабочий инструмент. Но когда мы это используем для того, чтобы Евангелие распространять, я думаю, это неплохо. Потому что наша задача сейчас, пока идет вот это время суда, начало, точнее, еще не начался, так скажем, Божий суд на земле, сейчас идет свиток, разворачивается, да, и у нас есть большая возможность людям проповедовать, потому что все эти события заставляют людей задуматься. Ну, не всех, но кого-то да. Ну, на этом я, кажется, закончил. Сейчас посмотрю. Не закончил. 7 ключ. 7 ключ — это время откровений. Я знаю, что у каждого, кто исследует книгу Откровения, есть свое мнение, есть свое понимание. У тех людей, которые не исследуют книгу Откровения, но слушают других людей, уже отложились какие-то вещи в голове, и они уже по-своему как-то что-то интерпретируют. И я хотел вот дать понимание, почему старые толкования не могли показать нам точно книгу Откровения и показать ключи. То есть, во-первых, потому что, ну, почему братья прошлого, да, не могли? Потому что книга Откровения, она закрыта до определенного времени. В книге Даниила мы тоже можем прочитать о том, что даже Даниил, да, который получил о последней седьмине пророчества от Бога, да, он хотел узнать какие-то подробности, особенно когда это будет. Но ему сказано было, что иди, успокоишься, да, и все такое. То есть это откроется потом, в свое время. То есть это не тебе надо знать. Откроется другому. Поэтому понятно, что братья прошлого, ну, пытались что-то понять. Но они не могли просто потому, что это было закрыто. Это не потому, что они были глупыми, да, или неразумными в чем-то. Они были очень мудрыми и жаждущими, раз они читали такую сложную книгу. Просто это было закрыто, это нормально, это так и должно быть. И сейчас вот то, что мы в книге Откровения читали, вы же видите в видео, да, я тоже некоторые моменты не могу сказать. И другой не может сказать. И я не могу сказать. И самый-самый умный пастор не сможет сказать. Потому что та деталька, конкретная та вещь, откроется тоже в свое время. Вот. Но какие-то вещи нам открыты. То есть нам открыто не все, но какие-то вещи нам открыты. Да? И вот еще раз давайте пробежимся, да, то есть что открыто. То, что книга Откровения — это судебный процесс. Могу сказать на 100%. То есть это открыто, и нигде этого раньше не было. Второе. Последовательность книги Откровения прямая. То есть не надо перепрыгивать туда-сюда. Это прямая последовательность, надо читать как есть. Третье. То есть свиток, что такое? Это свиток с приговором. Сейчас, после вот просмотра этого видео, вы скажете, ну это очевидно. Но если вы посмотрите какие-то другие толкования, вы не увидите этого. Их нет. А это действительно очень очевидный ответ. Четвертое. Восхищение церкви. Или, скажем так, то есть время, когда Иисус свою церковь заберет, то, что мы читаем в Марка 13, это очень пересекается с откровением 6 главы конца и описание полностью 7 главе. То есть знамение на небе говорит, когда будет восхищение церкви. То есть вопрос восхищения церкви для меня лично понятен, но для многих спорный. Но если уж и говорить о нем, то оно должно быть при знамении на небе. То есть отвечу вот так. Поэтому знамение на небе необходимо, чтобы было восхищение церкви. Если кто-то говорит и ждет восхищения церкви без знамения на небе, он ошибается просто. Просто это заблуждение. И это заблуждение не дает человеку покоя. Он не может заниматься какими-то своими делами. Он попадает в какую-то вот эту вот ментальную ловушку. И чтобы ему выйти из этой ловушки, нужно просто вот исследовать книгу Откровения. И, как я вот говорю, Марка 13, Откровение 7, просто понять это,
что должно быть знамение на небе, чтобы было восхищение церкви. И тогда ты будешь жить спокойно. Ты будешь делать дела Божьи. Ты будешь знать, что это время придет, но ты конкретно не во тьме, чтобы это не узнать, потому что ты знаешь, что и как будет. Вот, и пятый ключ — это территория. Это не Америка, это не Канада, это не где-то там. Это конкретно вокруг Израиля. Это не Европа. Нету там антихриста в Америке, да, какого-то Трампа, который там многие называют антихристом. Это заблуждение. То есть отводит в сторону от настоящего. Шестой ключ, кто антихрист, как раз вот я и говорю, да, то, что это по всем признакам, особенно если сравнить книгу Даниила и те территории, которые объединятся в зверя, то это все страны мусульманские. Следовательно, вытекает это из того, что это мусульманский антихрист. И мы находим в исламе, что есть места там в Коране, где говорится, что Иисус не сын. То есть он не может быть сыном Божьим. Это отвергает. А это прямая параллель с 1 Иоанна, то, что Иоанн писал, что кто отвергает сына, тот отвергает отца, и, следовательно, антихрист. И седьмая — это время откровения. То, что чем ближе события, ближе, тем больше ключей нам открывается. И тем больше мы сможем узнать в будущем. Поэтому предыдущие толкования, если вы будете читать, допустим, православные старцы, они ждут православного царя, представляете? Не будет никакого царя православного, кроме Иисуса Христа. То есть это заблуждение. Любой народ ждет какого-то мессию, да, вот, который в заблуждении. Мусульмане ждут Махди, православные почему-то ждут православного царя. Потому что какой-то старец где-то что-то написал. Но они не могли просто понять книгу Откровения. Они не могли знать, что такое образ зверя. Искусственного интеллекта не было. Они не могли это сопоставить, и поэтому могли предполагать какие-то небылицы. Вот, поэтому читайте книгу Откровения сами, чтобы, опять же, то, что я сейчас говорил, много сказанного мной является личным мнением. Только Дух Святой может вам помочь быть в истине. Поэтому благодарю вас за внимание. Также, если кто-то увидел в моих рассуждениях и откровениях, которые у меня есть, какие-то серьезные ошибки, прошу вам, напишите мне. Я готов с вами рассмотреть это, потому что я очень хочу быть в истине. Я не хочу быть в заблуждении, тем более этому учить. Поэтому я очень долго не выпускал подобные материалы. Вот, но если вы нашли что-то здесь хорошее, то поделитесь тоже с кем-нибудь. Я постараюсь потом сделать более лучший материал, чтобы было не так нудно и более как-то динамично, интересно. Посмотрим, как Бог даст. Но я постарался вот сделать то, что